Глава 1776. Ледяное пламя и золотые талисманы. Сюй Цзя, немного задумавшись, ответил: «Сокровища». До своего исчезновения фея ледяной души забрала с собой все свои сокровища и не оставила их потомкам. Что касается искусства культивации, у нашей семьи Сюй есть несколько секретных техник, которые когда-то использовала наша матриарх во время своего господства над человеческой расой. Однако условия, необходимые для развития этих секретных техник, чрезвычайно жесткие, и только несколько человек в нашей семье смогли их культивировать. К счастью, мой дедушка Сюйян — один из них. «Дедушка, пожалуйста, покажи старшему Ханю некоторые из своих способностей». Пожилой мужчина, немного помедлив, кивнул в ответ: «В таком случае я покажу некоторые из своих способностей в качестве доказательства». Затем он поднял руку и, вытащив из рукава тонкую морщинистую руку, а затем слегка развел 5 пальцев и повернул ладонь вверх. Внезапно шар синего пламени появился над центром его ладони и превратился в полупрозрачный синий цветок лотоса. Цветок лотоса был невероятно реалистичным, и казалось, будто в его руке распустился настоящий цветок. «Голубое небесное пламя», — пробормотал Хань Ли про себя. В самом деле, старший. Это ледяное пламя было фирменной способностью нашего матриарха, и полное владение им позволило бы за считанные секунды запечатать огромную территорию льдом. «Конечно, я все еще далек от достижения этого уровня», — сказал Сюйянь с улыбкой на лице. Голубой ледяной лотос, вращаясь в его руке, внезапно устремился вперед, как вспышка синего света, и пространство после него мгновенно начало скручиваться и деформироваться, а также мерцать синим светом. В этот момент Сюйхо подбросил свою чашку в воздух, и она мгновенно полетела в мерцающее синее пространство. Соприкоснувшись с синим светом, чашка превратилась в ледяную скульптуру, которая совершенно неподвижно висела в свете. Зрачки Хань Ли сузились при виде этого, и выражение его лица осталось неизменным, но в его глазах появился намек на удивление. Он не думал, что голубое небесное пламя будет обладать такой способностью. Однако при более внимательном рассмотрении он решил, что в этом есть смысл. Голубое небесное пламя, которое он получил из небесного котла, культивировал не он. Таким образом, сила этого пламени не улучшилась благодаря его культивации. В отличие от этого, ледяное пламя Сюйяня было развито исключительно посредством культивации, и у него также было соответствующее искусство культивации, так что он, естественно, мог со временем улучшить силу этого пламени. У обоих этих методов были свои достоинства и недостатки. Поглощение уже существовавшего ледяного пламени позволяло напрямую обрести эту способность, не тратя время на ее развитие. Однако, если они захотят сделать эту способность более мощной в будущем, они смогут полагаться только на силы внешних предметов или объединение другого ледяного пламени с существующим. В примерах Сюйянь и феи ледяной души, которые достигли этого пламени через культивирование, этот процесс занял у них очень много времени, но пока они продолжали культивировать в соответствии с искусством культивации, они могли бы в конечном итоге максимизировать силы этого пламени. Голубое небесное пламя, которое поглотил Хань Ли, было им найдено еще в человеческом мире. Голубое небесное пламя, которое оставила позади себя фея ледяной души, было только на стадии божественной трансформации, поэтому оно, естественно, не могло сравниться с ледяным пламенем Сюйяня. Быстро обдумав ситуацию, Хань Ли все понял, и удивление в его глазах исчезло. Однако синий свет перед Сюйянь продержался всего несколько мгновений, а затем разбился, как стекло, и чашка, которая висела в воздухе, начала падать. Сюйхо был уже готов к этому и тут же махнул рукой, вернув замороженную чашку обратно в свои объятия. В то же время малиновый свет вспыхнул из его руки, и слой голубого льда вокруг чашки мгновенно растаял, вернув ее в исходное состояние. «Что думаете, старший Хань? Доказывает ли демонстрация моего дедушки, что мы прямые потомки феи ледяной души?» С улыбкой спросил человек в белом. Это действительно голубое небесное пламя, и господин даосист Сюйянь овладел им в исключительной степени. Его способность контролировать ледяную силу, не позволяя ей просачиваться наружу, поистине замечательна, ответил Хань Ли с улыбкой и слегка кивнул. Сюй Цзя был очень рад это слышать. Затем: «Хе-хе, будьте уверены, господин даосист, поскольку вы действительно являетесь прямым потомком феи ледяной души, я, естественно, передам вам предметы», усмехнулся Хань Ли, проведя рукавом по столу рядом с ним, во вспышке лазурного света появилось 2 предмета. Они состояли из бледно-голубой нефритовой пластинки и нетронутой белой нефритовой шкатулки. Оба предмета были плотно запечатаны мерцающим золотым талисманом каждый, и это было достаточным доказательством того, что Хань Ли вообще не исследовал эти предметы. Мужчина в белом серьезно посмотрел на 2 предмета, но вместо того, чтобы сразу потянуться за ними, осторожно спросил: «Не могли бы вы сказать нам, кто доверил вам эти предметы сейчас, старший?» «Дело не в том, что я не хочу вам говорить. Просто, даже если бы я сказал вам, вы бы не узнали, кто он».
Все, что я могу вам сказать, это то, что этот старший не из нашей расы людей или демонов, и его силы намного превосходят мои собственные», — сказал Ханли, слегка нахмурив брови. «Значит, он чужеземец, чьи способности намного превосходят даже ваши?» Было совершенно очевидно, что этот ответ стал настоящим откровением для присутствующих членов семьи Сюй. На их лицах появилось недоумение, и Хань Ли не удивился их реакции. Созерцательный взгляд появился в глазах Сюй Цзяо, и он сказал: перед уходом феи ледяной души она только достигла стадии интеграции тела, поэтому вполне возможно, что она решилась войти в первозданный мир, чтобы исследовать весь континент Тянь-Юань. В таком случае она вполне могла бы познакомиться с несколькими старшими из чужеземных рас. Может ли быть, что эти два предмета содержат информацию о ее местонахождении? Сюй Янь и Сюй Хо обменялись восторженными взглядами и почти в унисон сказали: «Конечно, это возможно». Сюй Циньюй и здоровенный мужчина тоже были очень взволнованы этой перспективой. Мужчина в белом глубоко вздохнул, а затем взял в руки два предмета со стола и сказал: «Я делаю здесь только необоснованные предположения, так что не волнуйтесь. Пожалуйста, подождите здесь минутку, старший. Я скоро вернусь. А пока я попрошу дедушку Яня и Юэр составить тебе компанию». «Хорошо, господин Даосист Сюй», — кивнул Ханли. Таким образом, Сюй Цзяо ушел вместе с Сюй Хо и крепким мужчиной, взяв два предмета, оставив в холле только Ханли, Сюй Циньюй и Сюй Яня. Поговорив с Ханли некоторое время, Сюй Янь сложил кулак в знак приветствия и сказал: «Старший Хань, я слышал от Юэр, что только благодаря вашему руководству в городе Высшего Неба она смогла прогрессировать на стадию божественной трансформации так быстро. Я должен поблагодарить вас от имени Юэр как ее старший. Я мало что сделал. Выдающиеся способности госпожи Циньюй — основная причина скорости ее продвижения. Я просто время от времени присматривал за ней», — спокойно ответил Ханли. «Кстати, я слышал от Юэр, что у вас, кажется, есть какая-то связь с нашим матриархом. Это правда, старший?» С любопытством спросил Сюй Янь. «Я никогда раньше не видел фею ледяной души феи, но между нами действительно существует связь. Иначе этот старейшина не доверил бы мне эти предметы. Если у вас все еще есть сомнения, то я уверен, что это развеет их». Сказав это, Ханли указал пальцем вверх, и из кончика его пальца вырвалась вспышка синего пламени, которая затем превратилась в голубой ледяной цветок. «Голубое небесное пламя!» — воскликнул пожилой мужчина, пристально глядя на голубой ледяной цветок с удивлением в глазах. Сюй Циньюй тоже была ошеломлена, увидев это, и пробормотала: «Может быть, ты тоже?» «Это не то, что вы думаете. Я просто наткнулся на ледяное пламя, которое ваш матриарх оставил в Нижнем мире», — объяснил Хань Ли с улыбкой. «Понятно». Просветленное выражение появилось на лице Сюй Яня, и в его глазах все еще был легкий намек на подозрение, но для него было бы неуместно задавать какие-либо дополнительные вопросы. В конце концов, Хань Ли был культиватором интеграции тела, а не тем, кого мог расспросить такой культиватор пространственного закаливания, как он. Тем временем Сюй Цзяо, крепкий мужчина, и Сюй Хо находились в секретной комнате за залом. Вокруг секретной комнаты было много уровней ограничений, и все трое внимательно изучали два предмета на каменном столе внутри комнаты. Эти талисманы действительно очень глубоки, даже с нашими силами мы не можем заставить их отслоиться. Похоже, что эти предметы действительно были переданы старшему Ханю чужеземными существом стадии Великого Вознесения. Сюй Хо, казалось, уже попытался удалить талисманы, но покорное выражение его лица ясно указывало на то, что он потерпел неудачу. Если это действительно талисманы существа на стадии Великого Вознесения, то имеет смысл только то, что мы не можем удалить их силой. Если мы воспользуемся силой определенных сокровищ, чтобы насильственно уничтожить эти два талисмана, мы, скорее всего, повредим то, что внутри. Должен быть другой способ сделать это, размышлял Сюй Цзяо, поглаживая подбородок с задумчивым выражением лица. Если у вас есть идея, почему бы не попробовать? Мы можем попробовать что-нибудь еще, если это не сработает, убеждал Сюй Хо. Он явно очень хотел получить доступ к двум предметам. Только спустя долгое время Сюй Цзяо торжественно кивнул в ответ. «Ты прав, дедушка. Тогда позволь мне попробовать». Затем он внезапно поднял руку и, открыв рот, выпустил вспышку белого света. Белый свет быстро обернулся вокруг его запястья, а затем мгновенно вернулся в рот. Однако в следующее мгновение вокруг его запястья появилась легкая рана, и несколько капель эссенции крови медленно накапали на талисман, запечатывающий нефритовую пластинку. На мгновение вспыхнул багровый свет, и эссенция крови почти мгновенно просочилась в талисман. Сразу после этого из талисмана внезапно вырвался яркий золотой свет, вслед за которым в безумии взорвались золотые руны разных размеров. Однако все эти золотые руны мгновенно исчезли. В то же время удивительная духовная ци, извергавшаяся из талисмана, отступила, и духовный свет также угас.
Сюйцзя был в восторге от этого и знал, что, скорее всего, угадал правильно. Разумеется, только те, кто унаследовал родословную феи ледяной души, могли безопасно удалить эти талисманы. Он глубоко вздохнул, а затем мягко подул на нефритовую пластинку, и золотой талисман вздрогнул, бесшумно соскользнув с нее. Глава 1777. Кровавая душа. Сюйхо и здоровенный мужчина тоже пришли в восторг от этого. Сюйцзя подавил собственное волнение и повторил ту же процедуру, чтобы удалить талисман с нефритовой шкатулки. Неуверенно взглянув на два предмета на короткое время, он протянул руку и схватил синюю нефритовую пластинку, а затем осторожно прижал его к колбу и закрыл глаза. Время медленно шло, и вначале спокойное выражение лица человека в белом постепенно стало окрашиваться в замешательство, а затем медленно перешло в изумление. Сюйхо и пожилой мужчина переглянулись, увидев это, и невольно занервничали. Примерно через 10 минут Сюйцзя, наконец, выдохнул и убрал нефритовую пластинку со лба с печальным выражением на лице. «Что там написано?» Сразу же спросил Сюйхо. Настойчивое выражение появилось на лице дородного мужчины. Придя в себя, Сюйцзя бросил нефритовую пластинку Сюйхо, по-видимому, не желая ничего говорить. «Тебе стоит взглянуть на себя, дедушка Хо». Сюйхо, естественно, поймав нефритовую пластинку, был немного сбит с толку, но после короткого колебания он также вложил в него свое духовное чутье. Тем временем взгляд Сюйцзя упал на нефритовую шкатулку, и после короткой паузы он провел по ней рукавом, после чего крышка шкатулки отлетела сама. В нефритовой шкатулке кружилась полоска черного света, и в ней находился маленький красный пузырек высотой в несколько дюймов. На поверхности флакона был странный узор, от него исходил слабый запах запекшейся крови. Увидев красный пузырек, на лице дородного мужчины появился намек на удивление, и он, похоже, смог его опознать. Кажется, это дело нашей семьи. Действительно, это флакон кровавой души, который передавался в нашей семье Сюи из поколения в поколение. Изначально была пара этих сокровищ, но одно из них было унесено феей ледяной души. Я не думал, что эти два сокровища когда-нибудь вернутся к нам, задумчиво сказал Сюйцзя. «Значит, это действительно сокровище», — пробормотал дородный мужчина. Сюйцзя проинструктировал: «Возьми мой талисман и сразу же мобилизуй всех секретных стражей в нашей семье. Окружите гору, на которой находится наш родовой храм, и активируйте все близлежащие ограничения. Убедитесь, что ни одна мышь не проскочит. После этого разбуди нашего старшего дедушку из его уединения и попроси его пока подождать в родовом святилище». «Что? Мобилизовать секретных стражей и вывести нашего старшего дедушку из уединения?» Дородный мужчина был ошеломлен, услышав это. Мужчина в белом стиснул зубы, как будто принимал трудное решение, а затем неумолимо подтвердил: «Верно. Это чрезвычайно важный вопрос, который касается нашего матриарха, поэтому даже если наш старший дедушка находится в критической точке своей культивации, ему придется выйти из уединения, чтобы решить эту проблему. Вы действительно нашли местонахождение нашего матриарха? Отправляюсь сейчас же». Дородный мужчина пришел в восторг, услышав это, и немедленно выбежал из секретной комнаты. После его ухода взгляд Сюйцзя вернулся к маленькому красному пузырьку, и на его лице появилось задумчивое выражение. Вскоре после этого Сюйхо выдохнул, наконец закончив читать содержимое нефритовой пластинки, а затем открыл глаза. «Понятно. Итак, наша матриарх действительно отправилась в первозданный мир, и она даже отправилась на чужеземный континент. Однако, похоже, с ней что-то случилось, и нить кровавой души, которую она обработала, была отправлена нам обратно», — пробормотал Сюйхо, нахмурив брови. Помимо этой секретной техники кровавой души, заключенной в нефритовой пластинке, вся остальная информация очень расплывчата. Нам придется использовать кровавый кристалл, чтобы пробудить нить кровавой души, прежде чем мы сможем выяснить, что произошло. Хорошо, что фея ледяной души усовершенствовала гроб кровавой души и пару флаконов кровавой души до своего исчезновения. В противном случае мы были бы в полной растерянности прямо сейчас, мрачно сказал Сюйцзя. Верно. Однако в нефритовой пластинке говорится, что после того, как талисманы будут удалены, церемония пробуждения должна быть проведена в течение нескольких дней. В противном случае даже нить кровавой души в сосуде с кровавой душой рассеется. В конце концов, эта кровавая душа уже почти испарилась, поскольку была запечатана во флаконе слишком долго. На лице Сюйхо появилось озабоченное выражение. «Будьте уверены, церемония состоится сегодня вечером», — сказал мужчина в белом. «Похоже, нам придется это сделать. Кстати, что мы собираемся сказать этому старшему Ханю?» По словам Юэр, он, похоже, имеет какую-то связь с нашим матриархом и вернул ее кровавую душу обратно к нам, поэтому он, скорее всего, не питает зла к нашей семье Сюй, проанализировал Сюйхо. В самом деле.
Этот старший Хань только что достиг стадии интеграции тела, но он, кажется, достаточно могущественен и хорошо разбирается в древних формациях. Возможно, он сможет стать могущественным покровителем нашей семьи Сюй в будущем. Мы должны убедить его остаться на несколько дней, несмотря ни на что. После того, как мы пробудим кровавую душу через церемонию, нам нужно будет найти способ подружиться с ним, решил Сюй Цзя после короткой паузы для размышлений. Хорошо, тогда я пойду и поработаю, кивнул Сюйхой, развернувшись, ушел. Однако человек в белом на мгновение дрогнул и остановил его. «Подожди, я пойду с тобой в знак нашей искренности». Сюйхо подумал об этом на мгновение, а затем кивнул в знак согласия. Это было бы хорошо. Мы, конечно, не можем быть слишком осторожными в нашем обращении с существом на стадии интеграции тела. Таким образом, Сюй Цзя тщательно упаковал нефритовую шкатулку с маленьким красным флаконом, а затем покинул секретную комнату с Сюйхо. Примерно через 2 часа Хань Ли обнаружил, что сидит на футоне на верхнем этаже чрезвычайно роскошного и замысловатого павильона. Его брови были слегка нахмурены, и эта ситуация его немного смутила. Первоначально он намеревался покинуть семью Сюй после доставки 2 предметов, но Сюй Цзя был чрезвычайно гостеприимен и настоял на том, чтобы попросить его остаться на некоторое время. Видя, что он все еще был полон решимости уйти, он даже намекнул Ханли, что предметы содержат потенциальные зацепки, имеющие отношение к местонахождению феи ледяной души, и что ее текущее местоположение может быть раскрыто, если он останется там еще на несколько дней. Это заставило Ханли колебаться. Естественно, нельзя было сказать, что его вообще не волновала фея ледяной души. Независимо от того, поглотил ли он голубое небесное пламя, его рискованное путешествие в Небесный дворец и Небесный котел, который он получил, или его столкновение с Северным ночным дворцом в Великом Цене, все это имело какое-то отношение с феей ледяной души. Таким образом, в его сердце было несколько вопросов, касающихся феи ледяной души, на которые он тоже очень хотел получить ответы. Таким образом, он определенно был бы не против остаться на полмесяца или около того, если бы это означало, что эти загадки могут быть разрешены. В конце концов, с его нынешними способностями ему не нужно было беспокоиться о том, что семья Сюй попытается составить заговор против него. За исключением легендарных культиваторов Великого Вознесения, никто из рас людей и демонов не мог представлять для него угрозы. Видя, как Сюй Цзя и другие культиваторы семьи Сюй так стремились удержать его, он в конце концов согласился. Однако он решил, что останется в семье Сюй максимум на месяц. Если по прошествии месяца никаких новостей о фее ледяной души не появится, он уйдет. Конечно, даже если он и получит новости о местонахождении феи ледяной души, он еще не решил, что будет делать с этой информацией. Все зависело от того, какую именно он получит информацию. Внезапно Хань Ли поднял руку, и во вспышке духовного света на его ладони появился серебряный талисман. Этот талисман был ничем иным, как одним из талисманов мира истинных бессмертных, который он добыл в руинах огромной ледяной области. У него все еще не было ингредиентов, необходимых для усовершенствования таблеток стадии интеграции тела, которые он хотел, поэтому он не спешил культивировать. Вместо этого он сосредоточил большую часть своего внимания на изучении этих талисманов. Эти талисманы были полностью израсходованы и лишены духовной силы, но все они были написаны скошенным серебряным текстом, поэтому они, естественно, сильно соответствовали бы страницам золотого нефритового фолианта, которые он получил в прошлом. Таким образом, их изучение оказалось очень полезным для Ханли, и он даже начал понимать талисман небесной алебарды, с которым ему никогда не удавалось добиться прогресса в прошлом. Этот талисман был последним талисманом со скошенным серебряным текстом на этой неполной странице золотого нефритового фолианта, а также единственным атакующим талисманом на этой неполной странице. Не говоря уже о силе талисмана, просто его сложность была гораздо более сложной, чем у других скошенных серебряных текстовых талисманов, таких как талисман невидимости. Несмотря на то, что Хань Ли достиг стадии интеграции тела и достиг некоторого понимания законов неба и земли, он все еще не мог полностью понять этот талисман, и это наводило на мысль, что это определенно то, чего стоит ожидать. Хань Ли пристально смотрел на серебряный талисман в своей руке, что-то постоянно чертя в воздухе указательным пальцем другой руки. В большинстве случаев из этого ничего не получалось, но иногда на кончике его пальца появлялось несколько серебряных рун разных размеров. Эти руны либо мгновенно взрывались, либо задерживались в воздухе и некоторое время беспорядочно мерцали, рассеиваясь и создавая довольно мистическое зрелище. Время шло медленно, и вскоре в ночном небе над горным хребтом, на котором находилась семья Сюй, появилось несколько полных лун. Хань Ли все еще что-то писал пальцем, и на его лице внезапно появилось странное выражение. В следующее мгновение он поднялся на ноги и по вспышке очутился перед окном, а затем с озадаченным взглядом посмотрел на некую гору вдалеке. Что происходит? Эти колебания ограничений такие странные. Они похожи. Внезапно ему в голову пришла мысль, и он, подняв голову, взглянул вверх и увидел странное зрелище.
Нетронутые белые луны наверху превратились в малиновый цвет и представляли собой очень тревожное зрелище. Хань Ли выдохнул, отвел взгляд, а затем обратил внимание на ту же гору, пристально изучая ее прищуренными глазами. Внезапно в его глазах вспыхнул синий свет, и под действием его способности духовного глаза он смог определить, что над обычной горой появился слой малинового света. Этот малиновый свет окружал гору и беспорядочно расширялся и сужался. Колебания, которые его насторожили, исходили прямо от горы. Он ясно видел, что вокруг горы уже были установлены определенные строгие ограничения. Однако этот малиновый свет действительно был совершенно ненормальным, и было некоторое духовное давление, которое могло пробить прямо через ограничения. Только спустя долгое время синий свет исчез из его глаз, и на его лице появилось задумчивое выражение, когда он пробормотал себе под нос. Может быть, семья Сюй проводит какую-то церемонию кровавого жертвоприношения. Но зачем им это делать, когда присутствует посторонний? Может, это имеет какое-то отношение к предметам, которые я передал им сегодня. Каким бы умным он ни был, он смог приблизительно угадать правду после некоторого быстрого размышления. Глава 1778. Храм предков семьи Сюй. После определения вероятной причины этого происшествия выражение лица Хань Ли стало нормальным, и он продолжил осматривать гору издалека. Спустя некоторое время ограничения на расстоянии наконец исчезли, и он отошел от окна с задумчивым взглядом на лице, а затем снова сел на футон и закрыл глаза. В течение следующих нескольких дней, за исключением обязательных ежедневных визитов вежливости Сюй Циньюй, никто из других членов семьи Сюй не приходил, чтобы побеспокоить его. Однако из-за намека на беспокойство, который постоянно был в глазах Сюй Циньюэ, казалось, что-то, что делала семья Сюй, продвигалось не очень гладко. Колебания духовной ци с горы извергались каждую ночь, и во время следующих нескольких обязательных ежедневных визитов Сюй Циньюй Хань Ли мог сказать, что она хотела что-то сказать ему, но почему-то решала промолчать. Хань Ли не проявил никакой реакции на это, но это не ускользнуло от его глаз. На пятое утро Хань Ли осматривал свой талисман, и выражение его лица внезапно изменилось. Он резко перевернул руку, и талисман исчез в мгновение ока. Он чувствовал, что Сюй Циньюй была не единственной, кто пришел навестить его этим утром. Ее также сопровождали Сюй Цзя и еще один мужчина, который был ему незнаком. Этот человек обладал очень мощной аурой и был культиватором на поздней стадии пространственного закаливания. В его глазах промелькнула тень удивления. Кто бы мог подумать, что в семье Сюй может быть такой мощный культиватор? Они определенно хорошо его спрятали. Пока эти мысли проносились в голове Хань Ли, снизу раздался уважительный голос Сюй Цзя. Младший Сюй Цзя отдает дань уважения старшему Ханю. Могу я иметь честь получить у вас аудиенцию? Конечно. Нет необходимости быть таким вежливым и формальным. Господин Даосист Сюй, пожалуйста, подождите немного в холле, я скоро спущусь, сказал Хань Ли, а затем поднялся на ноги и начал спускаться вниз. Спустя несколько мгновений Хань Ли появился в холле на первом этаже и сразу обратил свое внимание на культиватора поздней стадии пространственного закаливания, с которым он был незнаком. Рядом с Сюй Цзя стоял молодой человек в слегка поношенной серой мантии. На вид ему было лет 28, и он также оценивал Хань Ли с уважительной улыбкой. При ближайшем рассмотрении Хань Ли смог увидеть, что этот человек был похож на Сюй Цзя, и, судя только по внешнему виду, он выглядел как младший Сюй Цзя. Сюй Цзя немедленно поклонился Хань Ли и тут же познакомил их. Старший Хань — это великий старейшина нашей семьи Сюй, Сюй Юань. Несколько дней назад он достиг критической точки в своей культивации, поэтому он не смог выйти из уединения, чтобы поприветствовать вас. Великий старейшина, да? Я вижу, что господин Даосист Сюй Юань уже достиг пика стадии пространственного закаливания. Скорее всего, может попытаться прорваться к стадии интеграции тела в любое время. Если вы добьетесь успеха, мы с вами будем равны, сказал Хань Ли с улыбкой, осматривая молодого человека. Ваш проницательный взгляд действительно не имеет себе равных, старший. Однако мои шансы на успешный прорыв очень малы, вздохнул молодой человек, также поклонившись Хань Ли. Хань Ли улыбнулся, услышав это, но ничего не сказал в ответ. Он сел на главное сиденье и жестом пригласил всех сесть. Сюй Цзя и другие немедленно выразили свою благодарность, а затем сели по обе стороны от Хань Ли. Вы решили нанести мне визит, потому что узнали новости о фее ледяной душе, лидере семьи Сюй? Хань Ли сразу перешел к делу. Сюй Цзя был удивлен тем, насколько прямолинеен Хань Ли, и его губы дернулись в кривой улыбке. Если бы вы спросили меня об этом вчера, то я не смог бы дать вам окончательный ответ, но я действительно пришел навестить вас по этому поводу, и я хотел бы попросить вас об одолжении. Одолжение. Хань Ли слегка удивленно приподнял бровь.
По правде говоря, два предмета, которые вы передали нам, действительно позволят нам выследить фею ледяной души, но наших сил недостаточно, чтобы использовать эти предметы, и нам также потребуется ваша сила, старший, кратко объяснил Сюйцзя. В самом деле, все три культиватора пространственного закаливания нашей семьи Сюй предприняли попытки, но в конечном итоге потерпели неудачу, поскольку магическая сила была недостаточной. Следовательно, мы можем только попросить вас о помощи, старший, вмешался Сюй Юань с серьезным выражением лица. Понятно. Не могли бы вы сначала объяснить ситуацию более подробно? Спокойно спросил Хань Ли. С его нынешним статусом и полномочиями он, естественно, не собирался давать быстрых обещаний. Конечно. Даже если бы вы не спросили, я бы раскрыл суть ситуации. Сюйцзя на мгновение остановился, собравшись с мыслями, затем продолжил. На самом деле это не так уж и сложно. Вы слышали о технике Великой Кровавой Души, старшей? Брови Хань Ли слегка нахмурились, но он быстро вспомнил важную информацию, и его выражение лица слегка изменилось. Техника Великой Кровавой Души? Это звучит довольно знакомо. Это техника того мастера Кровавого Кристалла, что жил десятки тысяч лет назад? Как и ожидалось, вы действительно слышали об этом искусстве культивации. Этот даосский мастер Кровавый Кристалл был чрезвычайно одаренным вундеркиндом среди нашей человеческой расы. Он не только изобрел эту великую технику Кровавой Души, он даже использовал ее, чтобы убивать чужеземных существ своего ранга. По правде говоря, даосский мастер Кровавый Кристалл давно погиб, но фея Ледяной Души обнаружила то, что он оставил позади много лет назад. Несмотря на то, что это искусство культивации было близко к дьявольскому искусству, и наша матриарх никак не могла полностью изменить искусство культивации, чтобы сделать его доступным для нее, она все же смогла культивировать его часть, сохранив секретные техники в искусстве культивации, а также изготовила несколько типов связанных с ним оборонительных сокровищ. Среди предметов, которые вы передали нам, есть флакон с нитью Кровавой Души, который наша матриарх очищала в прошлом, и флакон с куплей ее Кровавой Души. Все, что нам нужно сделать, чтобы выследить нашего матриарха, это разбудить эту кровавую душу. Говоря это, Сюйцзя все время следил за реакцией Хань Ли. Однако, за исключением малейшей реакции, которую Хань Ли проявил, услышав о флаконе с кровавой душой, он оставался совершенно равнодушным. Феномен, происходящий в последние несколько ночей, возник из-за ваших попыток пробудить кровавую душу, верно? Внезапно спросил Хань Ли. В самом деле, старший. Мы не осмелились задерживаться и собрали всех в ту же ночь, когда вы прибыли, чтобы провести церемонию пробуждения. К сожалению, голос Сюйцзя затих, и на его лице появилось смиренное выражение. Сюй Юань вздохнул, а затем продолжил с того места, где остановился Сюйцзя. К сожалению, мы провалили церемонию пробуждения несколько раз подряд. Возможно, это потому, что кровавая душа слишком долго находилась во флаконе, или потому, что наши родословные недостаточно чисты. В любом случае, талисман, запечатывающий кровавую душу, уже удален, поэтому, если мы не сможем разбудить кровавую душу еще через 2 дня, она полностью исчезнет. Вы хотите, чтобы я участвовал в церемонии пробуждения? Спокойно спросил Хань Ли. Верно, старший. Мы перепробовали все в течение последних нескольких дней, но все безрезультатно, поэтому нам не оставалось ничего другого, кроме как обратиться к вам, старший. Сюйцзя поднялся на ноги, а затем поклонился Хань Ли. Хань Ли задумчиво погладил подбородок, и только через некоторое время он ответил: «Если это действительно из-за недостатка магической силы, то я, безусловно, могу помочь вам, но если кровавая души или церемония пробуждения в корне ошибочны, то я ничего не смогу сделать». Сюйцзя сразу же восторженно кивнул в ответ. «Конечно. Эти проблемы находятся вне нашего контроля, и если проблема действительно находится в одной из этих областей, то мы можем только признать свое поражение». Сюй Юань и Сюй Циньюй тоже были в восторге от этого. Видя, что Хань Ли решил согласиться с этим вопросом, он больше не собирался сидеть сложа руки. Он немедленно поднялся на ноги и сказал: «Давайте не будем больше откладывать это. Я пойду с вами, чтобы сразу увидеть кровавую душу феи Ледяной Души и вместе с вами подготовить церемонию пробуждения». Сюйцзя, немного подумав, кивнул в ответ. «Хорошо. Хотя эту церемонию можно проводить только ночью, вам было бы неплохо сначала ознакомиться с кровавой душой. Если бы они действительно смогли выследить фею Ледяную Душу, то семья Сюй немедленно стала бы великой семьей человеческой расы. Таким образом, Сюйцзя и старейшины семьи Сюй стремились сделать все, что в их силах, чтобы разбудить этот нить кровавой души. Таким образом, Хань Ли покинул свой павильон с троицей семьи Сюй, и все четверо полетели прямо к горе, откуда в течение последних нескольких ночей доносились колебания духовной ци. Такое короткое расстояние было, естественно, преодолено в мгновение ока, и вскоре они достигли горы, которая сама по себе казалась вполне обыкновенной, но была окружена шарами духовного света разных цветов, создавая препятствия.
Между этими шарами духовного света находились стражи в лазурных доспехах. Хань Ли пронесся своим духовным чутьем по местности и обнаружил, что большинство этих стражников находились на стадии зарождающейся души, и их было более 100 человек. Хотя их нельзя было бы считать грозной силой в городе высшего неба, но это была настоящая сила, с которой нужно было считаться для одной семьи. Все эти охранники были скрыты внутри ограждения, и ни один из них не издал ни малейшего звука или каких-либо ложных движений, боясь раскрыть укрытие, что явно указывало на то, что они были очень хорошо обучены. В семье такое было еще реже. Сюй Цзя, похоже, заметил интригу Хань Ли, и он объяснил: это секретные охранники нашей семьи Сюй, и они самые элитные силы в распоряжении нашей семьи. Уверен, что они не являются чем-то особенным в ваших глазах, но если бы они объединились в группы по 3 или 4 человека, они смогли бы сразиться даже с культиваторами божественной трансформации. А значит, эти охранники должны быть искусными в комбинировании секретных техник, заинтригованно заметил Хань Ли. Хе-хе, это действительно так. Было бы очень плохо, если бы церемония пробуждения была сорвана, поэтому все секретные охранники нашей семьи были собраны здесь в качестве меры предосторожности, объяснил Сюй Цзя. Хань Ли просто кивнул в ответ, не говоря ни слова. Сюй Цзя вызвал пластину формации, чтобы сначала снять ограничения, и все четверо приземлились перед массивным зданием, напоминающим храм, расположенным на полпути к горе. Над воротами святилища была большая доска с единственным иероглифом «Сюй», начертанным на ней древним серебряным текстом. Возле ворот с невыразительным видом стояли еще 8 секретных стражников. Было довольно странно, что ворота были плотно закрыты, и единственный способ получить доступ к святыне был через боковой вход, который мог пропустить только одного человека за раз. Выражение лица Хань Ли немного изменилось, увидев это. «Пожалуйста, простите меня, старший. Это родовая святыня нашей семьи Сюй, поэтому мы можем войти в подземный секретный зал только через боковой вход», сказал Сюй Юань извиняющимся тоном. «Все в порядке, я понимаю», — Хань Ли небрежно махнул рукой. Услышав это, Сюй Юань и Сюй Цзя вздохнули с облегчением. Если бы Хань Ли действительно разозлился из-за этой маленькой детали, то это, естественно, плохо бы обернулось для них. Таким образом, 4 из них вошли в родовую святыню через боковой вход один за другим. Глава 1779. Церемония. Пройдя длинный коридор и обойдя по широкой дуге, Хань Ли и остальные обогнули главный зал святыни и направились прямо в задний зал. Внутри зала была скрытая секретная комната, представлявшая собой белокаменную лестницу, ведущую под землю. У входа на лестницу стояли еще несколько секретных стражников, и Сюй Цзя махнул рукой, чтобы они отошли, на что они немедленно расступились. Хань Ли и остальные спустились по слегка полутемной лестнице. В коридоре было немного темно, и иногда снизу навстречу дул холодный ветер. В стену с обеих сторон были встроены камни лунного света размером с кулак, из-за чего яркость в окружающей местности колебалась по мере продвижения по лестнице, создавая множество перекрывающихся теней, которые были немного жутковатыми. К счастью, каменная лестница была не очень длинной, и вскоре все оказались в замысловатом массивном подземном зале. Хань Ли слегка прищурился, окинув себя взглядом, обнаружил, что это был зал размером около 4000 футов, полностью вымощенный черным нефритом. На стенах и потолке были вырезаны таинственные белые руны, а сами руны испускали белый духовный свет, делавший интерьер зала ярким, как день. Самым привлекательным в зале была чрезвычайно замысловатая высокая платформа в центре зала. Платформа имела шестиугольную форму и была окружена массивной формацией. В центре платформы находился круглый пруд, наполненный какой-то ярко-красной жидкостью. Несмотря на свое сходство с кровью, он пах иначе, источая своеобразный аромат. В формации было около дюжины культиваторов семьи Сюй, все они сидели с закрытыми глазами вокруг шестиугольной платформы. Сюй Янь и Сюй Хо были среди них. Мы отдаем дань уважения старшему Ханю. Спасибо, что оказали помощь нашей семье Сюй. Сюда Хань Ли сопровождали Сюй Юань и Сюй Цзя, поэтому было совершенно очевидно, зачем он сюда пришел. Таким образом, Сюй Янь и Сюй Хо немедленно поднялись на ноги в приподнятом настроении, а затем поклонились ему в унисон. «Не торопитесь благодарить меня, и еще неизвестно, смогу ли я чем-нибудь помочь», сказал Хань Ли, покачивая головой. Сюй Цзя не обратил на это внимания и махнул рукой всем другим культиваторам семьи Сюй, чтобы они также могли прийти и выразить свое почтение Хань Ли. Все эти культиваторы находились на стадии божественной трансформации, поэтому они явно составляли истинное ядро семьи Сюй. Каждый из них украдкой бросал на Хань Ли взгляды с трепетом и почтением в глазах, явно уже осознавая тот факт, что он был культиватором интеграции тела. Получив инструкции от Сюй Цзя, все они немедленно поднялись на ноги и поприветствовали его. Хань Ли в ответ махнул рукой, а затем бросил взгляд на пруд с заинтригованным взглядом. Мы создали это вещество в соответствии с методом, описанным в технике Великой Кровавой Души.
Духовная жидкость в этом пруду была создана с использованием эссенции крови членов нашей семьи Сюй вместе со многими редкими и ценными духовными лекарствами. Это не только обязательно для пробуждения кровавой души, но мы также можем использовать ци крови в пруду, чтобы задержать рассеяние кровавой души, объяснил Сюй Юань. Понятно. Однако самый важный элемент этой церемонии пробуждения — это предмет, который находится под духовной жидкостью, верно? Без этого предмета, независимо от того, сколько духовной жидкости находится в пруду или насколько мощная формация, будет очень сложно применить секретную технику кровавой души, сказал Хань Ли, и слабый синий свет вспыхнул в его глазах. Выражение лица Сюй Юаня немного изменилось, услышав это, но он сразу же собрался силами, а затем объяснил: «Вы все правильно поняли, старший. Предмет под духовной жидкостью — самое важное сокровище нашей семьи Сюй — кровавый кристаллический гроб. Без этого сокровища невозможно проявить кровавое тело, которое требуется душе крови в качестве сосуда, мы были бы бессильны». Хань Ли несколько раз окинул взглядом массивную формацию, а затем ему в голову внезапно пришла мысль. После короткой паузы он усмехнулся со словами: «Кровавый кристаллический гроб, да? Хе-хе, думаю, я понимаю, в чем суть этой церемонии пробуждения». Вот как. Сюй Янь и Сюй Хо слегка запнулся, услышав это, явно не полностью убежденные в утверждении Хань Ли. Всей семье Сюй пришлось вложить все свои силы в подготовку этой церемонии пробуждения, и им едва удалось все организовать после полудня работы. Хань Ли мог быть культиватором интеграции тела, но им все еще было очень трудно поверить в то, что он мог понять тонкости этой установки, бросив на нее всего несколько взглядов. Сюй Юань и Сюй Цзя тоже были очень удивлены, услышав это. Не стоит недоумевать, господа. Просто эта церемония выполняет ту же функцию, что и искусство культивации чужеземной расы, которое я когда-то видел, объяснил Хань Ли с улыбкой. В то же время его мысли вернулись к определенному искусству культивации, которое он видел во время своего пребывания в небесных облачных расах. Эта чужеземная раса была не так уж известна, но это их особое искусство культивации позволяло разделить их душу на множество сегментов. Пока отдельный сегмент их души мог войти в физическое тело, тщательно подготовленное заранее, можно было немедленно воспроизвести идентичный клон самого себя. Это искусство культивации было весьма необычным, а мантры были довольно похожи на искусство культивации человеческой расы, поэтому Хань Ли почувствовал, как будто он наткнулся на блестящее сокровище и немедленно скопировал копию для себя. Однако позже он обнаружил, что для того, чтобы использовать это искусство культивации, нужно обладать определенной скрытой врожденной способностью, которой обладает только эта конкретная раса. В противном случае его культивация приведет к негативной реакции. Таким образом, он мог только с сожалением отказаться от этой попытки. Конечно, были различия между людьми и существами этой чужеземной расы, а также были огромные различия между деталями двух секретных техник, но это искусство культивации, безусловно, могло быть использовано здесь в качестве справочного материала. Хань Ли первоначально предполагал, что у него будет только 40% шанс на успех, но с этим новым знанием он был уверен, что эти шансы будут увеличены примерно до 80%. Конечно, Хань Ли, естественно, не собирался рассказывать об этом всем присутствующим. Он просто медленно прошел вокруг пруда и формации, внимательно изучая духовную жидкость в пруду. Между тем, все культиваторы семьи Сюй оценивали его с разными выражениями на лицах. Сделав несколько кругов вокруг пруда, Хань Ли сказал: «Хорошо, проводите церемонию как обычно, и я зайду при удобной возможности». Затем он повернулся и зашагал в угол зала, сел, скрестив ноги, и закрыл глаза. Брови Сюй Цзя слегка нахмурились, услышав это, и через некоторое время действительно показалось, что Хань Ли собирался здесь медитировать. Он, наконец, не мог больше подавлять желание говорить, но, как только он собирался что-то сказать, Сюй Юань внезапно послал ему передачу голоса. Несмотря на то, что передача голоса была очень короткой, она все еще вызывала волнение в сердце Сюй Цзя, и после короткого колебания он решил ничего не говорить. После этого они присоединились ко всем другим культиваторам семьи Сюй и вошли в формацию, начав медитировать вокруг платформы. Время медленно шло, и день постепенно переходил в ночь. С наступлением ночи некоторые из семьи Сюй начали выходить из медитации. Многие из них смотрели на платформу в центре формации со странным взглядом. Через некоторое время Сюй Юань, Сюй Цзя и другие тоже открыли глаза, обратив внимание на платформу. По прошествии неопределенного периода времени из потолка огромного зала внезапно вспыхнул яркий свет. В воздухе над головой начала подниматься серия белых рун, за считанные секунды формируя несколько простых небольших формаций. В следующее мгновение раздался громкий жужжащий звук, и маленькие формации вздрогнули, высвободив несколько столбов белого света, которые растворились в пруду на шестиугольной платформе. Выражение лица Хань Ли слегка зашевелилось, и он резко открыл глаза, и почти в тот же самый момент духовная жидкость в пруду начала сильно бурлить. В центре пруда начал формироваться водоворот, и внутри него появился ряд серебряных рун разных размеров, создав довольно интригующее зрелище. «Пора».
Активировать формацию. Закричал Сюй Юань, вызвав легкую дрожь, пробежавшую по всему залу. Все культиваторы семьи Сюй среагировали в унисон, сделав печати заклинания рукой и произнеся мантры. Последовала череда глухих ударов, и духовный свет вспыхнул изнутри формации, и из формации вырвалось 18 столпов багрового света. Каждый столб света был толщиной с большую чашу, и они врезались прямо в потолок огромного зала. Сюй Юань, Сюй Хо и Сюй Янь, как и 3 присутствующих культиватора пространственного закаливания, естественно, заняли 3 наиболее важных точки в построении. Когда все произносили заклинание, чтобы активировать формацию, каждый перевернул руку, активировав красный флаг длиной в несколько дюймов. Они подняли соответствующие флаги, и флаги сразу же начали вращаться на месте. Очевидно, это была хорошо отрепетированная процедура для 3 культиваторов пространственного закаливания, и они тут же прикусили кончики своих языков, выпустив по шару кровавой эссенции каждый. Появившись, 3 шара эссенции крови тут же взорвались, превратившись в кровавый туман крови из-за глухого удара, и туман мгновенно окутал 3 флага. Из маленьких флажков начал раздаваться резкий звук, после чего каждый из них испустил вспышку света, полностью поглотив кровавый туман вокруг них. Сразу после этого 3 маленьких флажка начали резко увеличиваться в размерах во вспышке яркого малинового света. После всего лишь нескольких вспышек они превратились в 3 огромных флага, излучающих огромную зловещую ци. Из флагов стал неистово вырываться малиновый свет, постоянно заливал всю формацию и сливаясь с малиновым светом, испускаемым формацией, чтобы охватить весь пруд. Вместе с формацией появился и запах крови, сливаясь воедино и образуя странный запах, который поражал тех, кто вдыхал его ощущением сонливости. Прямо в этот момент внезапно раздался грохот, после которого из глубины водоворота в пруду медленно появился массивный световой шар, напоминающий малиновый огненный шар. В воздух поднялся хрустальный гроб, мерцающий красным духовным светом, паря в этом малиновом световом шаре, и как только он появился, все культиваторы семьи Сюй приняли серьезные выражения. Духовный свет разного цвета вращался вокруг них, и некоторые из них побледнели, а их тело начали дрожать, что ясно указывало на то, что они уже высвобождали свою магическую силу на максимум. Глава 1780. Пробуждение. Из пруда начали появляться белые руны и тут же исчезали в кристаллическом гробу, и внутри гроба начал материализоваться шар света, который мгновенно превратился в нечеткую белую человекоподобную фигуру. При виде этого Сюй Цзя сразу же взмахнул рукавом, выпустив маленький малиновый пузырек, который неподвижно завис перед ним. Сюй Цзя глубоко вздохнул, а затем поднял руку и быстро сделал серию ручных печатей, накладывая одну печать заклинания за другой, и все они мгновенно исчезли в маленьком малиновом пузырьке. Слой полупрозрачного малинового света появился на поверхности флакона, и с него сама по себе слетела крышка. Из отверстия флакона вылетала малиновая нить, а затем устремилась прямо к кристаллическому гробу над прудом по указанию Сюй Цзя. Малиновая нить беспрепятственно вошла в кристаллический гроб, после чего развернулась странная сцена. В тот момент, когда малиновая нить исчезла в гробу, фигура сразу же окрасилась в красный цвет. Культиваторы семьи Сюй, казалось, знали, что они достигли критического момента, и духовный свет, исходящий от их тел, стал ярче, а их пение достигло кульминации. 3 культиватора пространственного закаливания безумно вливали свою силу в свои багровые флаги. Ярко-красные руны начали появляться из малинового света в воздухе над формацией, и затем эти руны непрерывно вращались вокруг кристаллического гроба. Кровавый вихрь внутри пруда также мгновенно начал издавать резкий визг. Одна за другой малиновые нити выстреливали из пруда, а затем исчезали в гробу, быстро вращаясь вокруг малиновой человекоподобной фигуры. С наплывом сразу множества алых нитей нечеткая фигура быстро превратилась в нечто, похожее на малиновый человекоподобный кокон. По мере того, как в гроб вливалось все больше и больше малиновых нитей, кокон продолжал увеличиваться в размерах и становился четче. Спустя несколько мгновений багровый кокон увеличился до размеров нормального человека, а черты лица начали обретать форму на его голове, создавая довольно тревожное зрелище. Однако, если бы кто-то внимательно осмотрел кокон своим духовным чутьем, они могли бы обнаружить, что, несмотря на то, что в кокон следовало бесчисленное множество малиновых нитей, они быстро начали увядать изнутри, превратившись в ничто. Время шло медленно, а культиваторы семьи Сюй продолжали изо всех сил вкладывать свою силу в формацию, но количество красных нитей, выходящих из пруда с кровью, больше не увеличивалось. В этих обстоятельствах масса кокона не только не продолжала увеличиваться, но и начала сокращаться. Бесчисленные малиновые нити извивались и корчились, и на лице багрового кокона появилось выражение агонии. Выражения лиц всех культиваторов семьи Сюй резко изменились при виде этого, и они глубже погрузились в свои резервы магической силы, но все, что они могли сделать, это просто предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации. Вскоре после этого лица всех культиваторов семьи Сюй стали довольно бледными, что явно указывало на то, что они перенапрягали свою магическую силу.
Беспокойство Сюйцзя росло с каждой минутой, и он невольно повернулся к Хань Ли, обнаружив, что он все еще сидел на том же месте раньше и не сдвинулся ни на дюйм. Он гладил подбородок, оценивая ситуацию, и, казалось, он что-то обдумывал. Старший Хань умоляюще крикнул Сюйцзя, но когда он собирался попросить о помощи Хан Ли прервал его. «Не нужно паниковать, господа. Я согласился оказать вам свою помощь, поэтому обязательно вмешаюсь, когда потребуется». Затем он неторопливо встал и положил руку себе на макушку. Вспыхнул черный свет, и внезапно появилась крошечная черная фигура ростом всего в полфута. Крошечная фигура была одета в черные боевые доспехи, но оружия у нее не было. Это была вторая зарождающаяся душа Хань Ли. Сразу после этого Хань Ли поднял рукав, и изнутри вырвался шар золотого света, а затем во вспышке превратился в маленького золотого зверя. У маленького зверя был холодный взгляд, и от него исходила устрашающая аура. Это был никто иной, как леопардовый кирин. Все культиваторы семьи Сюй были ошеломлены видом этой зарождающейся души и маленького зверя, но прежде, чем они успели среагировать, Хань Ли взмахнул рукавом и скомандовал «Вперед!». Возникшая душа над его головой немедленно скрепила ладонь, и ее тело покачнулось и исчезло на месте. В следующее мгновение пространственные колебания вспыхнули над головой Сюйхо, и черная зарождающаяся душа внезапно появилась снова. Выражение его лица слегка изменилось, и чувство настороженности захлестнуло его сердце, и он немедленно поставил несколько своих самых могущественных сокровищ в режим ожидания. Однако зарождающаяся душа полностью проигнорировала его и просто протянула две маленькие ручки к малиновому флагу впереди. Два столпа черного света вырвались из его рук и растворились в малиновом флаге. Первоначально флаг начал немного тускнеть из-за недостаточной магической силы Сюйхо, но исходящий от него малиновый свет мгновенно засветился, и флаг стал ярче. Сюйхо слегка запнулся, увидев это, и переключился на серию различных ручных печатей, чтобы помочь зарождающейся душе над ним. В то же время тело леопардового кирина расплылось, и в следующее мгновение оно появилось рядом с Сюйянем. Маленькое чудовище открыло пасть, и чистая духовная сила в его теле также излилась столбом золотого света, ударив по малиновому флагу перед ним. Что касается самого Хань Ли, то он сделал шаг вперед, и под его ногами внезапно вспыхнули лазурные и белые молнии. Он преодолел расстояние в несколько сотен футов в мгновение эйка и появился перед Сюй Юанем. Прежде чем Сюй Юань успел среагировать, Хань Ли вытащил руку из рукава и осторожно щелкнуть пальцем по направлению к третьему малиновому флагу. Из кончика его пальца вырвалось пятнышко лазурного света, которое мгновенно превратилось в голубой цветок лотоса размером с кулак. В следующее мгновение проекция лазурного лотоса растворилась в малиновом флаге, который мгновенно начал дрожать, еще больше расширяя малиный свет. Из флага начали неистово вырываться ярко-красные руны, и Хань Ли также быстро размахивал пальцами другой руки по воздуху. Один лазурный цветок лотоса за другим летал по воздуху, бесшумно растворяясь в малиновом флаге, как вспышки чистой духовной силы. Сюй Юань изначально находил довольно утомительным поддерживать свою мощность на флаге, но давление на него мгновенно уменьшилось, и он, естественно, был в восторге. С этим дополнительным притоком энергии резкий визг из вихря крови прекратился, но сам вихрь расширился более чем в 2 раза по сравнению с первоначальным размером, захватив практически весь пруд. Малиновые нити, выходящие из пруда, первоначально выходили нить за нитью, но после расширения вихря они начали хлынуть из пруда большими шлейфами. Малиновый кокон, начинавший увядать в кристаллическом гробу, мгновенно получил новый прилив жизненных сил. Он не только быстро вернулся к своему прежнему размеру, но и начинал напоминать великолепную женщину. Сюйцзя был в восторге от этого и сразу же закричал «начать проявлять кровавое тело». Как только эта инструкция была издана, все культиваторы семьи Сюй переключились на разные ручные печати, и багровые руны, парящие вокруг кристаллического гроба, в неистовстве хлынули в гроб, исчезая в малиновом коконе. После поглощения этих рун духовный свет начал течь по малиновому кокону, и его поверхность постепенно стала более гладкой и полупрозрачной. Примерно через 10 минут кокон полностью превратился в нечто, похожее на ярко-красную статую, которая неподвижно парила в кристаллическом гробу. Мы сделали это. Сюйцзя вздохнул с облегчением и убрал печать. Все остальные культиваторы семьи Сюй, естественно, последовали его примеру. Духовный свет, исходящий от всей формации, мгновенно отступил, и она перестала действовать. Только тогда все культиваторы семьи Сюй поднялись на ноги и взглянули на малиновый кристаллический гроб в воздухе над ними. 3 культиватора пространственного закаливания также пристально рассматривали фигуру в гробу. Тем временем Хань Ли призвал свою вторую зарождающуюся душу и леопардового кирина обратно к себе, и оба молча бросились назад, исчезая в его рукаве. Только тогда Хань Ли заинтригованно обратил свое внимание на кристаллический гроб. Кристаллический свет непрерывно кружился по поверхности малиновой статуи внутри гроба, после чего прозвучали 2 слабые трещины, и те части статуи, где глаза должны были быть открыты, открылись, чтобы обнажить пару отверстий.
Затем из отверстий появилась пара ярких красных глаз и испустила чрезвычайно манящий свет. Выражение лица Хань Ли немного изменилось при виде этого, но тут же вернулось в нормальное состояние. Во всем зале царила тишина, и все культиваторы семьи Сюй, затаив дыхание, оценивали кристаллический гроб. Две слабые трещины вначале были только предвестниками того, что должно было произойти. Осмотревшись, пара только что появившихся глаз снова закрылась, а через несколько мгновений на всей малиновой статуе возникли бесчисленные тонкие трещины из-за череды слабых трескающих звуков. После этого раздался восхитительный стон, и слой твердого малинового вещества на поверхности тела статуи рассыпался бесчисленными осколками. Затем эти фрагменты исчезли в облаке кровавого тумана, открыв несравненно красивое женское тело в обнаженном виде. Ее длинные стройные ноги и гладкая нижняя часть живота были чрезвычайно привлекательны для культиваторов. Ее первозданная светлая кожа и безупречные черты лица заставляли ее казаться безупречным произведением искусства. Ее глаза были плотно закрыты, а руки скрещены на груди, скрывая самую привлекательную часть ее тела. Многие культиватор-мужчины в зале невольно сглотнули при виде этой потрясающей фигуры. К счастью, все присутствующие в семье Сюй были на стадии божественной трансформации или выше, поэтому у них был намного лучший самоконтроль, чем у обычного человека. В противном случае вполне вероятно, что некоторые из них проявили еще более неприглядную реакцию. Прежде чем Сюй Цзяо и другие успели что-то сделать, внезапно вспыхнул малиновый свет, и на ее теле внезапно появилось великолепное малиновое роскошное платье. Затем ее длинные ресницы задрожали, и она медленно открыла глаза, обнажив пару совершенно невыразительных малиновых зрачков.